Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Холдейм, и мы продолжаем проходить игру Kidnapped Girl, мод в заперти, продолжаем погружаться в тотальную содомию, которая скоро начнется. И сейчас, думаю, вверху будет появиться видеоролик именно разговорный, ну или скоро выйдет именно разговорный ролик, и я прошу вас очень сильно его посмотреть. Очень вас прошу, потому что он будет важным. Он многое расскажет, много интересностей, которые вам надо знать по поводу канала. И ваш именно актив там крайне мне поможет. Но перед тем, как мы перейдем к Kidnapped Girl, небольшая минутка саморекламы. Да, я перешел, как вы видите, я перешел на Рутуб, мой канал на Рутубе, он точно такое же название, вот видеоролики, почти 200 штук почти перешло. Вот название, вот мой канал, логотип, все то же самое, вы легко сможете меня найти, у меня уже видеороликов довольно много. Вот. No problem. Рекомендую вам перейти, потому что YouTube за последнее время вообще творит какую-то хрень, и я очень боюсь, что в любой момент эта собака может нас вообще блокнуть. Об этом я также говорил, буду говорить в разговорном видеоролике, который вам очень надо посмотреть. Вот. Очень вас прошу, переходите, так мы зато не потеряемся, если что-то случится с каналом. Ну и не забывайте переходить, разумеется, в описании в описании и в комментарии, где будет рабочая ссылочка, на сообщество Morand Graphics, которое сделало для нас превьюшечку. Сделало нам шапочку и логотипчик новенький. Ну а теперь возвращаемся к игре. Поэтому нам ничего не оставалось, как вернуться в мою комнату. Я плюхнулся на свою кровать, закрыв лицо руками. Алис присела на краешке, обеспокоенно теребя край юбки. Клайв. Что? Это точно не твоя шутка? Охуеть, какая шутка! Пойду записываться в Comedy Club. Кажется, кто-то мне говорил, что он отлично читает правду и ложь по лицу. Получается, я тебе сейчас ворую и разыгрываю? Нет, просто все это сбило меня с толку. И не подумай, что я так рвусь домой. Но я не совсем понимаю, как такое возможно. Я имею в виду такое ощущение, словно мы заперты без возможности выйти. Она приблизилась ко мне, а по моей коже прошлись мурашки. Слишком уж это зловеще звучит. Прекращай, меня и так в дрожь бросает от всей этой ситуации. Она лишь пожала плечами и повалилась на мою кровать. Эй, вообще-то это моя кровать. Не сахарный, не растаешь. Оставалось только вздохнуть и уставиться на потолок. И считать минуты. Я повернулся на бок и встретился с удивленным лицом Алисы. Мне не очень удобно спрашивать, но почему ты живешь с дядей? Где твои родители? О, вот это будет очень тяжелым вопросом. Я промолчал, всем своим лицом показывая, что не хочу обсуждать это. Прошу прощения, а как, по-твоему, твой дядя попадет в дом? Не знаю, но он обустраивал этот дом сам. Поэтому разбирается во всей системе получше меня. Алиса собиралась с духом, явно пытаясь что-то спросить еще, и наконец она решилась. Я не хочу показаться чересчур импульсивной, но не попробовать ли нам разбить окно? Этого еще не хватало. Мне же от голову открутит. Хотя... дело даже не в этом. Это закаленное стекло, очень крепкое. Максимум пара осколков появится и все. Пара сколов появится и все. В том-то и дело, Клайв. Мне стало интересно. Меня не покидает ощущение того, что мы словно застряли в этом месте. И какая-то сила не даст нам отсюда просто так выбраться. В ее словах определенно был смысл. В нашем доме довольно много окон. Ни одно из них не открывается.
Странность даже не столько в том, что они не открываются, а в том, что сами оконные ручки словно приросли к раме. Поворотный механизм словно вообще отсутствовал. А дверь? Можно, конечно, предположить, что ее заклинило или что-то в этом роде. Только вот... Я бы не подумала об этом сейчас, если бы не еще кое-что. Она кивнула головой на модем и похлопала по сумочке, намекая на смартфон. Разве это не слишком странно? Сеть пропала вся. Возможно, неполадки какие-то. Мы же когда ко мне пришли, погода портилась. Да, но, наверное, я просто параноик. Неудивительно, с твоими-то условиями проживания. Ай. Тут ты, блин, Клайв. Я пытаюсь научиться, блин, надо уже привыкнуть, блин, Клайв его звать, а то я даже в старых сериях постоянно зову его то Клайв, то Клайв. Алиса заметно погрустнела. Зря я ей про это напомнил. Эх, мне в то же время и жаль ее. Но при этом я тайком чувствовал какое-то извращенное удовлетворение. Мне ведь всегда казалось, что весь мир счастлив, пока я страдаю. Мне казалось, что всем вокруг хорошо, пока мне хотелось умереть. Все вокруг, блять, счастливы. И меня это очень бесило. До безумия. Сейчас хотелось утонуть в этой темноте под закрытыми глазами. И ни о чем не думать. Эй, Клайв, ты чего там спать удумал? Отстань, старушка, я в печали. Я в печали. Что мне делать, если ты уснешь, а придет твой... Ладно, не буду тебя трогать. Но я тогда буду тоже здесь. Мне страшно сидеть одной. Ой, да делай, что хочешь. Ой. Сори. Только бы кошмары не снились. Мне снился странный сон. Я словно стоял посреди пустынной улицы и промокал под дождем. Капли были холодные, они обволакивали меня, стекая по лицу, словно слезы. Струйкой устремляясь вниз, преодолевая долгие и витиеватые пути. Холод. Хотелось тоже стать этой каплей. Безостановочно течь и раствориться. Забыть об учебе, о проблемах, об увлечениях, играх. Вообще обо всем. Мне стало бы гораздо легче, если бы я знал, что я ничего и никому не буду должен. Все равно никто и никогда не поймет. Потому что этот чертов мир слишком счастливый для меня. Но я был здесь не один. Мой взгляд снова смог сфокусироваться, и передо мной стояла она, полностью промокшая, настолько, что я видел, как проступали ее соски через рубашку. Так, пожалуйста, извиняюсь, прошу прощения. Так, скриншотик. Тихо, давай спрятать. И скриншотик давай. Отлично. Ну а теперь продолжим. Возвращаемся. Капли дождя стекали по ее лицу, но это точно был не только дождь. Это были и ее слезы. Она с умоляющим видом смотрела. Лайв, ты не один. Мой мир настолько ужасен, что в нем практически не осталось ничего хорошего. Я могла лишь мечтать о том, чтобы ты обратил на меня внимание. Мне, наверное, и не понять тебя и твоих мотивов, но я бы хотела понять тебя. Зачем? Почему? Ее вид вызывал во мне жалость. Я многого о ней не знал. И, возможно, еще не узнаю. Я привык думать о том, что всем вокруг хорошо, но никогда не задумывался о том, что есть те, кому точно так же плохо, как и мне. И Алиса не исключение. Но есть разница. Я страдаю морально, а она физически. Хотя это не одно и то же.
В любом случае, я самый обычный эгоист, которому не чуждо постоянно считать себя страдающим. Я и сам себя понять не могу. То ли я люблю чувствовать себя несчастным, то ли хочу, чтобы люди вокруг чувствовали себя несчастным. Не понимаю. Или я просто тупой валенок без души и характера, как герой какой-нибудь компьютерной игры. Хотя я даже и до этого уровня не достигаю, не дотягиваю. Такое чувство, будто меня тормошат. Черт, не люблю просыпаться посреди ночи. Стоп, что? Сколько времени? Перед моим взором сфокусировалась Алиса с обеспокоенным выражением лица. Проснулся, наконец. Черт возьми, Алиса, сколько я спал? Сколько времени сейчас? Уже 2 час ночи и... А дядя не приходил, не стучал в дверь, сеть появилась? Она лишь покачала головой. Внутри меня все похолодело. Это что же значит? Дядя не приходил, и мы по-прежнему не можем выйти отсюда. Я почувствовал, как в висках начало снова пульсировать, отдавая слабый боль. Сначала я ждала, пока придет твой дядя. Было уже около 11 часов вечера, и я уснула. Прости, очнулась уже в полночь. Пыталась разбудить тебя, но ты крепко спал. Хотела выйти и посмотреть дверь в коридоре. Но мне было страшно выходить отсюда одной. Я снова попыталась открыть окно. И я... Даже с просонья я понял, что она пыталась сделать. Я пыталась разбить окно. И знаешь что? На нем не осталось ни следа. Ни на стекле, ни на раме, ни на оконной ручке. Ой-ой-ой. Меня начало трясти. Что с тобой? Тебе опять плохо? Клайв? Ой, блин. Снова приступ. Откуда этот страх? Он словно животный. Какой был в детстве, какой был тогда. Клайв, ты меня слышишь? Я рухнул на кровать. Голова готова была взорваться. Неужели мне страшно именно от этой ситуации? Страх — это же всего лишь боязнь неизвестного. Но я и боюсь неизвестного. Я словно издалека услышал девичий голос. Клайв, успокойся, пожалуйста. Подожди. Во! Не, вот это лучше, оно не повторяется. Красиво. Давай. О, извиняюсь, просто надо брать что-то на превьюшку. Она приблизилась ко мне и стала прижиматься всем своим телом ко мне. Я предпринял попытку отстраниться, но я чувствовал слабость и лишь вяло пытался отдалиться. Она прижималась еще крепче. Не надо и не нужно. Просто закрой глаза и подумай о хорошем. А я буду здесь и никуда не уйду. Даже если выгоню. Попробуй, но сейчас эти шансы близки к нулю. Оставим все проблемы до утра. Она взяла мои руки и закинула их себе за спину. Ничего не говори, просто обними. Даже не знаю, почему я ее послушался. Это сейчас имеет значение. Для такого психа, как я, у которого биполярное расстройство, с приступами головной боли, не всегда сознание бывает под контролем. И ни о чем не думай, ясно? Ясно. Вот и хорошо, спи. Слушаюсь, мам. Неужели она мне начинает нравиться? Да не, бред какой-то. Вкусно у нее волосы пахнут. О, Палмолив, мой нежный гель, ты даришь запах орхидей.
Что ты там бормотал? Голос такой сонный. Могу подождать, пока она засопит, а потом спихнуть ее на край кровати. Да так, мысли вслух. Да, определенно спихну. Да-да, вот сейчас. Сейчас. Глава 2 между двух граней. Так, сколько у нас уже времени? Так, нормально, продолжаем, еще можно продолжать. Извиняюсь. Да хватит ко мне лезть, КТ. Блин. И сколько же я проспал? Черт, на мне явно что-то тяжелое. Тепло, ням-ням. Совсем забыл про это сопящее недоразумение. Я попытался высвободиться от ее объятий, но она обхватила меня как какого-то плюшевого мишку и прижималась еще крепче. Черт, ну и что мне теперь делать? Так, восстанавливаю картину вчерашнего вечера. Мы заперты, двери не поддаются, окна тоже не получается открыть. По непонятным причинам пропала связь и любые способы коммуникации. Однако, это было вчера. Возможно, сегодня все в норме, а дядя Эд, что ж, может быть, задержался на работе или у кого-то. Он же все-таки тоже человек, быть может, нашел себе пассию. В любом случае, пора встать и узнать, как обстоят дела с дверью, окнами и всем прочим. Я потянулся за своим гаджетом. Ошибка коммутации, неполадки с сетью, попробуйте позже. Отличное начало дня. Что-то мне не подсказывает, что все осталось прежним. И время замечательное. 09, 9 часов. Подожди, сколько у нас? Подожди. Хватит уже, ой. 9:04. Опоздали в школу. Хотя не факт, что мы вообще туда сегодня попадем. Существо с приятным запахом волос и глазами цвета неба все же решило пробудиться. Доброе утро, Клайв. Сомневаюсь, что оно доброе. Кому как. Я впервые так хорошо выспалась за последнее время. Между прочим, мы уже как полчаса опаздываем в школу. Я туда постоянно опаздываю, так что не беда. Мне бы ее беспечность. Это всегда учил меня пунктуальности, поэтому я не особо задумывался о том, чтобы давать себе поблажки. Особенно после того, как узнал уровень его доходов. Я рывком поднялся с кровати и замер. Сквозь шторы пробивался очень слабый свет. Это странно. Окно выходит на солнечную сторону, и каждое утро тут светло так, что если я забуду зашторить окна, мое пробуждение будет ослепительным. «Уже встаешь? Мне вот так лень!» Я пропустил ее реплику мимо ушей и не стал слушать ее бормотание по поводу того, что ей хочется поваляться подольше. Пойду хоть посмотрю в окно. посмотрю. Это еще что за... За окном был туман. Не было ничего видно. Совсем ничего. Что такое? Я сглотнул. Походу, подойди и сама посмотри. Это туман? Капитан Очевидность на связи. Как слышно? Как видишь. И почему я не удивлен? Стоит ли дальше проверять все остальное? Почему я не удивлен? Стоит ли дальше проверять все остальное? Значит, мы по-прежнему? Я лишь коротко кивнул и отошел от окна. Я аккуратно начал массировать виски, медленно расхаживая по комнате. Голова болит? Немного. Тебе все-таки нужно обратиться к врачу. Это ведь ненормально. Для такого, как я, нормально. Ты вчера еле на ногах стоял, а если бы меня рядом не было? И вообще, твой дядя знает, что у тебя бывают сильные головные боли? Я лишь пожал плечами. Я старательно скрываю это. Это моя проблема. Эта проблема может зайти очень далеко, дурак.
Злая какая, боюсь, боюсь. Она вновь протянула мне капсулу. Глотай давай. Может, еще за завтраком с ложечкой Может, еще за завтраком с ложечки покормишь. Хотя нет, я гордый и независимый. Обойдусь без внимания с женской стороны. А если я не хочу? Тогда я тебе ее насильно в рот затолкаю. Ой, пожалуй, проглочу. Да и потом я уже много разных стимуляторов перепробовал. И ко многим уже сформировалась стойкость боли. А эти капсулы пока что вроде помогают облегчить страдания. Кстати, я могу воспользоваться ванной? С нами тут не пойми, что случилось, а этой девочке хоть бы хны. Впрочем, это можно понять. Я, наверное, тоже был бы счастлив, если бы смог убежать из дома и не возвращаться на ее месте. Да и потом водные процедуры нам в любом случае нужны. Не вижу каких-либо причин отказывать. Можешь взять себе полотенце в шкафчике. Ой, спасибо, Клайв. Ты такой душка. Ага, душка-подушка. Я аккуратно протер глаза и поплелся в коридор. Алиса уже хлопнула дверью ванной и скрылась там. Я же направился дальше по коридору до заветного выхода. Ожидаемо. Кнопка не работает, дверь не поддается. Я с остервенением изо всех сил пнул ногой по двери несколько раз. Мне что, блядь, стену ломать, что ли? Так я могу. Эх, к черту. Эдварда нет. Почему он не пришел? До сих пор не могу понять. В школу нам уже тоже не попасть. Значит, впереди есть целый день, если не больше, чтобы обдумать дальнейшие действия. Проходя мимо ванны, я слышал звуки. Похоже, что Алиса принимает душ. Интересно, если ее положить на дно ванны и поливать очень горячей водой из душа, она сварится? О чем-то ты только думаешь, психопат чертов. Увы, ничего с собой не могу поделать. Да и вообще, это всего лишь мысль, не более. На деле, еще вчера выяснилось, что я просто не смогу причинить боль Алисе. По крайней мере, сейчас. Вся эта ситуация мне напоминает сюжет какого-то дешевого хоррора. Не хватает только маньяка в главной роли. Я на роль не гожусь, так как даже свою пойманную жертву не смог покалечить и помучить. Выжившие уже есть. Вот и что нам надо делать. Искать записки, найти какие-то головоломки, находить ключи, а потом обнаруживать в стене какой-нибудь механизм. Или обнаружить секретную дверь, а может и сейф с кодом. И вообще, ситуация начинает вызывать у меня истеричные смешки. Нет, ну серьезно, достаточно только немного вздуматься. Я так хотел выкрасть одноклассницу и держать ее взаперти в качестве своей игрушки. Ну вот, пожалуйста, это же такая ирония. Я бы тоже сказал, я даже сказал бы сверхирония. Ведь я действительно нахожусь в заперти. Ведь она действительно находится в заперти и сбежать не может. Только вот, это распространяется и на меня. Я тоже не могу выйти. Бля, что-то слишком много начал подсмеиваться. Ой, ладно, подумаем еще об этом. Черт, а мне ведь тоже надо умыться и зуб почистить. Эй, Алис, ты там скоро? Я бы тебя пригласила сюда, но... Обойдусь. Какой ты джентльмен, уже выхожу. Я не стал особо заморачиваться, поэтому быстро умыл лицо, шею, почистил зубы. А это еще чья щетка? А, ну да, судя по всему, ей пользовались не так давно. Даже щетку с собой таскает. Выйдя из ванны, я обнаружил, что Алиса стоит неподалеку, в коридоре, перед зеркалом и расчесывает волосы. Дверь уже пробовал открыть, да? Я только коротко кивнул и встал рядом, чтобы немного поправить волосы. Не ходить же мне неряхой. Еще вчера это выглядело странным, непонятным, пугающим.
но все же казалось каким-то совпадением. Ух ты, что ж у меня язык О, так-то лучше. С течением обстоятельств, которые можно объяснить. Но сегодня это уже становится жутким. Обстановка накаляется. Когда я сам об этом размышляю, это, по крайней мере, не так уж и страшно. Но когда об этом начинает рассуждать Алиса, мне становится не по себе. Ее волнение начинает расшатывать стабильность моей психики. В правом виске уже слегка кольнуло. Сейчас бы отвлечься на что-нибудь другое. Ну а на что мы будем отвлекаться, мы узнаем уже в следующей части. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, поддерживайте видеоролик. Заглядывайте в описание, переходите на Рутуб, ссылку на Рутуб. И в комментарии, лучше сразу в комментарии бежите, там будет коммент написан со всеми ссылками и на Рутуб, и на группу Moran Graphics, где вы сможете приобрести со скидкой шапочку, аватарки, превьюшечки для видео и другие товары. Там есть список отзывы клиентов и его работы. Вы также сможете их заценить. Там, кстати, есть ваш покорный слуга. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Так вы и о новых видео будете узнавать, и поддержите, и промотивируйте меня. А то наши видео с подпиской смотрят только 55% человек. А это как-то не очень. Вам этого ничего не стоит, а мне приятно. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.